Тот, кто следит за трендами в моде, давно обратили внимание на сумочки из бусин. И рукодельницы прекрасно повторяют и делают свои подобные разных форм и размеров. В этом видео я покажу, как делала свою небольшую кроссбоди. Привет, друзья! С вами Лилия Гомболевская. Для работы я взяла круглые акриловые бусины диаметром 1 см. Покупала их на Wildberries, вот в таком большом пакете. Для плетения использую леску диаметром 5 мм. Отрезаю кусочек лески длиной около 1 метра и нанизываю на нее сначала 3 бусины. Затем четвертую, в которую завожу 2 конца лески навстречу друг другу. Получается вот такое колечко из 4 бусин. Затем на леску с левой стороны нанизываю 1 бусину, а с правой стороны 2. И здесь я воспользуюсь приемом, который позволяет закреплять плетение, чтобы в дальнейшем все полотно было равномерно натянутым. Возвращаю конец обратно в бусину. Получается петелька. Бусину подтягиваю к основанию плетения. А затем в петельку завожу левый конец лески. Леску затягиваю таким образом, чтобы центр петельки оказался внутри бусины. Таким образом, бусины перестают скользить по леске, и дальнейшее плетение становится удобным, а полотно в итоге получится с равномерным натяжением. Такие петельки делаю не в каждом ряду, можно делать через 2 или 3, как вам удобно. И дальше продолжаю, повторяя. На леску слева 1 бусину, на правую 2. И во вторую бусину концы лески заводим навстречу друг другу. А через пару рядов я повторю затягивание петелькой. Так набираю 13 рядов, а ряды считаю по боковым выступающим бусинам. Теперь мне нужно сделать поворот, чтобы дальше расширять полотно. Леску слева завожу в 3 бусины, двигаясь против часовой стрелки. А второй конец лески завожу в 1 бусину, двигаясь по часовой стрелке. В итоге 2 конца лески опять оказались в 1 бусине. Теперь на верхнюю леску нанизываю 2 бусины, а на нижнюю 1, через которую пропускаю навстречу второй конец лески. То есть здесь я замыкаю кольцо. И здесь у меня заканчивается леска, и я ее должна удлинить. Поэтому замыкаю кольцо бусин с помощью петельки. И здесь покажу, как удлиняю леску. Для этого нужно сначала спрятать кончики заканчивающейся лески, проведя их в хаотичном порядке через бусины. Хочу отметить, не оставляйте концы слишком короткими, иначе вам будет трудно заправить кончики через бусины. Я оставляю сантиметров по 10, заправляю примерно половину лески, а остальное просто отрезаю. Теперь в бусину, которая в новом ряду смотрит вниз, продеваю новый кусок лески. В бусину слева провожу левый конец лески. И теперь на правую леску нанизываю 2 бусины.
В нижнюю бусину продеваю левую леску. Теперь опять левый конец лески провожу через бусину в соседнем ряду. На правую леску нанизываю 2 бусины. Левую леску втягиваю в нижнюю бусину, и здесь уже делаю это с петелькой, чтобы закрепить полотно. И плету дальше до нужного размера. Заканчиваю полотно, переплетая леску петелькой внутри бусины. И концы лески прячу, заправляя в бусины. Получилось вот такое полотно, в котором 202 бусины. И я сделала еще одно такое же полотно. Это будут 2 стенки сумочки. Теперь я буду делать боковину сумочки. Для этого к одному из полотен добавляю сначала 1 ряд бусин. Сверху 3 бусины. А спускаясь ниже, добавляю по 2. И вот здесь я уже дошла до низа и должна сделать поворот, чтобы перейти к нижней короткой стороне. Для этого левый конец лески протягиваю через бусину слева. На правую леску нанизываю 2 бусины. В последней делаю петлю, чтобы закрепить плетение. Получился уголок. А дальше продолжаю ряд до следующего угла. А затем заканчиваю на длинной стороне. И боковину поднимаю на 2 ряда. Получается вот так. Концы лески нужно, как обычно, спрятать в бусины и обрезать концы. Для соединения 2 деталей взяла кусок лески и нанизываю на нее 1 бусину. Леску складываю пополам и завожу ее концы в противоположные бусины на деталях. Затем опять нанизываю 1 бусину, проведя оба конца лески навстречу друг другу. Потом опять в противоположные бусины. И опять добавляем 1 бусину, в которой можно соединять концы лески узелком. Так соединяю детали до конца. И вот, наконец, плетение закончено. Из кусочка искусственной кожи вырезаю 2 прямоугольника размером 3 на 8 см. Так как у меня уже есть отверстие, то вырезаю, чтобы в каждом было по 2 с противоположных сторон.
Прямоугольник складываю пополам и подрезаю по форме. Вкладываю кольцо. Оно у меня разъемное, диаметром 2,5 см. Делаю 2 таких хлястика. На боковину, на уровне третьего ряда, закрепляю хлястик с кольцом. Для этого использую хлопчатобумажную пряжу в тон кожи. Делаю это с помощью вязального крючка. Нитки завязываю с внутренней стороны на 2 узла и концы обрезаю. Здесь я не показала, но узелок и концы изнутри потом подклеила клеем ПВА. Для клапана сумки из той же кожи вырезала прямоугольник 10,5 на 13 см. Одна сторона у меня с перфорацией. Углы скругляю. Отверстия должны располагаться с расстоянием, одинаковым расстоянию между бусинами в ряду, где вы будете пришивать клапан. Для пришивания клапана я сделала из проволоки вот такую шпильку, но можно воспользоваться и тем же крючком. Пришиваю клапан прямыми стежками, сначала в одну сторону, а потом возвращаюсь обратно. Концы ниток завязываю и обрезаю. Застежка, которую я выбрала обычным для нее способом, закрепить невозможно на такой сумочке, так как длины усиков не хватает. Поэтому я сделала следующее. Загнула усики внутрь и, цепляясь за них, леской пришиваю к сумке. За кольца цепляю цепочку, и сумочка готова. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это поможет продвижению видео и развитию канала. Спасибо всем за внимание и, как всегда, жду на своем канале.